Ну что ж, друзья, это фикус с Буддой. Посмотрите, как он оброс после того, как мы скинули с него верхушку. Это просто безумие какое-то. Вы просто посмотрите. Во-первых, корневая система. Вот эти корни, они просто развиваются с бешеной какой-то скоростью, и Будда уже не колеблется, и уже невозможно снять отсюда. Вот этот корень, он намертво закрепился здесь, и теперь я не могу его даже сдвинуть пальцем. Это круто тоже. Точнее, Будда стал уже частью этого фикуса, хоть пока что это еще и не полностью видно. Видите, здесь корни уже даже прорастают сюда. Точнее, они уже обвивают полностью и поглощают Будду. Это круто. Просто посмотрите, как он здорово выглядит. Вот если смотреть чисто на него и на вот этот корень, да? Но прикол-то в чем? Помните, в прошлой серии мы прививали вот эти две ветки. Смотрите, как они уже выросли. Вот это все, это вот эти маленькие тоненькие веточки, да? И вот это тоже, это тоненькая веточка, которая была привита отсюда. Как вы помните, я предсказывал то, что отсюда пойдут новые побеги. И сегодня я их отрежу. Давайте сейчас прямо этим и займемся. Вот этот побег я оставлю, потому что это может быть задней веткой, и это круто. Этот побег я также оставлю. Но вот этот, идущий ровно вверх, я обязательно отрежу, потому что он не нужен, видите? Вот это, кстати говоря, можно уже укоренять и снова, так скажем, давайте сейчас я снизу его положу, чтобы была тень. Укоренять и прививать обратно сюда. Вот этот побег тоже, в принципе, можно положить. Этот побег, он также не нужен. Этот толстый побег также не нужен. Пока что я отрезаю так, грубо говоря, на так очень неаккуратно, можно сказать, да, и очень не глядя, не разбираясь, просто обрезаю то, что все визуально мне не нужно. Все вот эти вот срезы, которые здесь вот я показываю, это все будет, конечно же, у вас уже незаметно, когда я уже полностью, так скажем, сделаю обрезку и все это дело сформирую. Вот этот вот побег, он очень интересен, и скорее всего я его пока что оставлю, потому что, возможно, я его пропущу вот так, и он уйдет куда-нибудь туда, я привью его на спину, и таким образом у него будет здесь тоже такая вот своеобразный, как ошейник из корней. Но пока что не знаю. Вот эту ветку я сразу обрезаю, она здесь не нужна абсолютно. И что ж, давайте посмотрим, как чувствуют себя прививки. Скорее всего, вот тут, видите, вот здесь вот, это вот питание идет отсюда, да, вот у этой веточки. Точнее, я прививал ее вот так. Здесь еще видно загиб. Видите, вот загиб идет, и он сюда приходит. Но посмотрите, вот толщина здесь, ее практически нет. Вот на этом загибе. Здесь, кстати, даже корни, смотрите, появлялись. Вот, на этом загибе практически нет толщины. Вот она очень тоненькая, эта веточка. А здесь она уже гораздо толще, извините, чем где заходит, так скажем, да, вот перед прививкой. Это значит, что уже эта ветка питается от ствола, а не вот от этой ветки. И из-за этого ее можно отрезать. Да блин, даже невозможно отрезать с помощью этих ножниц, потому что они настолько, эта ветка твердая и толстая, что она даже не режется. Давайте попробую сейчас вот этими отрезать ножницами. Да, вот, все, видите? Отрезал, и всего-то толщина у нее была, ничтожная. Но зато теперь эта ветка питается полностью от прививки. Давайте сейчас вот эту также отрежем. О, отлично. Кстати говоря, вот это можно укоренить, и оно будет расти супер-мини фикус. Да? Но я этого делать, конечно же, не буду.
Вот, давайте теперь вынем все заклепки. Хотя это может быть и довольно-таки сложно, потому что, во-первых, они держатся на пасте, которой я, помните, замазывал срезы, а она очень такая, как резина становится, и сложно ее отцеплять. А во-вторых, так как они глубоко в эту ветку, видите, кстати говоря, даже эта ветка уже здесь сгнила, и из-за этого как раз таки пустила корни, что эта ветка уже с самого начала практически была сама по себе и не питалась вот от этого пенька. Что ж, давайте сейчас продолжать снимать. Отлично, снял я еще одну. Опа. Очень вероятно, что вот из этого среза, так скажем, да, вот гнилого остатка веток сейчас пойдут новые корни, а воздушные корни — это всегда здорово, всегда круто. Так, как вы видите, здесь пока что еще очень заметно, что прививка была сделана на это место, да, потому что вот, как это сказать-то, саму прививку, так скажем, очень видно, сам срез, вот этот шрамик. Но будьте спокойны, что даже за этот сезон он уже не будет виден, потому что полностью срастется. Вот эту проволоку пока что снимать я не буду, потому что она все-таки держит еще немножко эту ветку, да, потому что если вдруг она еще слабо держится или как-то плохо привилась, да, плохо держится, то, скорее всего, эта ветка, точнее, эта проволока поможет ей держаться лучше. Также смотрите, каким стал уже толстым вот этот корень, какая у него кора, это прям вообще здорово, очень круто выглядит. Так, давайте, ладно, повернем сейчас. И что мы имеем? Мы имеем привитую ветку в нужном месте, но она сейчас очень большая. Так как мы ей отрезали питание, то нужно ее также чуть подрезать, совсем немного, просто для того, чтобы сократить, так скажем, затраты влаги на ее жизнеобеспечение. Это ничего, никаких проблем не будет, точнее, веточка продолжит жить и так, и без подрезки, но я все-таки это сделаю, чтобы, во-первых, пошла какая-то ветвистость, и чтобы уже точно прямо убедиться в том, что все будет окей. Теперь давайте посмотрим вот на эту ветку. Сначала уберем все ненужные побеги, которые закрывают вам обзор, потому что все-таки я же вам показываю это все. Я бы мог сделать это все и без записи, чисто для себя, снять все, сделать и вообще не заниматься каналом, но я хочу показывать вам те самые интересные и крутые действия. Вот тут, видите, под кнопкой вот этой, опа, кстати говоря, кнопку очень легко пришлось, она сама вышла. Смотрите, вот это уже корень воздушный. Его, по идее, нужно спасать, потому что он очень здесь, кстати, видите, его можно опустить, и он пойдет, грубо говоря, сразу же вниз. Это здорово, поэтому сейчас, когда уже видео закончится, я попытаюсь найти где-то дома у себя трубочки пластиковые и пропустить его в трубочку. Но если даже он отсюда не появится, точнее, не появится у него возможность выжить, то он все равно оттуда появятся новые корни, да? Сейчас обрежу все ненужные мне веточки, побеги, которые, грубо говоря, не нужны мне абсолютно в дизайне этой ветки, да? Сейчас я всех их обрежу. Таким способом, кстати, я также спровоцирую рост новых веток. Окей. Ну и что? Давайте посмотрим, как здесь вообще себя чувствует вот эта прививка. Эту ветку я также обрежу, но не до конца. Вдруг она мне понадобится еще. Так. Вот тут я, честно говоря, сомневаюсь, потому что как-то уж очень
очень не очень эта прививка сработала, потому что, видите, она сросла, как бы она приросла вроде как, но она сделала это очень криво, а это не здорово. Что ж, я попробую обрезать, как бы я сделаю все равно обрезку вот этой ветки, да, но нет, видите, рановато я это сделал, рановато я ее обрезал, потому что, видите, сейчас она держится чисто на вот этой вот проволоке. Получается, что вот этот корень надо спасать по-любому, потому что этот корень как раз-таки и будет питать всю эту веточку. Что ж, так как она не приросла, я даже ее, ну, во-первых, конечно же, вот эту ветку я обрезаю полностью. Сейчас попробую сократить, так скажем, затраты. Все, обрезаю все точки роста на этой ветке, чтобы она ни в коем случае не росла, не тратила силы. Это очень важно. Потому что сейчас эта ветка практически ни на чем не держится, у нее нет питания, это тут маленький корень, это единственное, что держит эту ветку. Поэтому сейчас дайте-ка я подумаю, как ее можно спасти, чтобы все было хорошо. Ну-ка. Видите, но она вообще не прилегает, эта ветка. На самом деле было бы проще, наверное, даже ее просто взять, убрать эту ветку и привить новую. Но так как у нас, грубо говоря, сериал, то я буду бороться со сложностями, которые случаются в этом сериале. Буду создавать шоу. Кто бы мог подумать, что так будет интересно смотреть за ростом растения. Вот вы, грубо говоря, там, не знаю, 5 лет назад, к примеру, вообще бы могли подумать, что вы так вот сейчас сидели бы и смотрели за ростом какого-то фикуса. Просто, как кто-то даже, да, не я, а просто вот кто-то сидит и выращивает фикус, там что-то над ним делает, какие-то там прививки и так далее. Я больше чем уверен, что вы даже там лет 5 назад вообще не подозревали, что это настолько здорово и интересно и круто. Так, ладно, пока что эту ветку я оставляю, но мы к ней еще вернемся. Этот побег, он выходит снизу, получается, да? Просто я ищу, как бы его отстричь, потому что все-таки подумал, что не стоит его оставлять. Ладно, пока что я его просто вот так оторву. Отлично. Что ж, одна прививка получилась, другая не получилась. Но это все из-за того, что я ее не очень правильно, так скажем, сделал. Чуть подзабил на все это дело. И вот пришлось остаться вот с таким вот фикусом. Что ж, по идее, да, можно было бы вообще сейчас взять, снова сделать ему дефолиацию, чтобы снова создать ветки в нужных нам местах. Но прикол в том, что дефоляция уже делалась, прошло мало времени, у него довольно-таки, не сказал бы, что мало сил, но это очень замедлит мой фикус. А я не хочу, чтобы замедлялся он, а наоборот как бы брал и накапливал обороты. Поэтому сейчас дефоляцию я делать не буду. Возможно, я сделаю ее под конец лета, когда это еще будет возможно. Сделаю 2 дефоляции за год. Но опять же, вам я не советую этого делать, потому что я сам даже не знаю, нужно это будет делать, не нужно это будет делать, насколько это правильно, нет. Мне надо подумать.
я посмотрю, может быть, как бы вообще даже ничего не буду делать, никакой дефолиации, так его и оставлю. И буду отращивать отсюда вот огромное количество побегов и прививать их куда-то вот сюда. Потому что сейчас получается, что вот эта ветка, она слишком толстая. Да, возможно, какой-то вот из этих побегов, типа вот этот, да, ну-ка сейчас наведется. Давай наводись. Короче, пришлось навести мануально. Какой-то вот из этих побегов, возможно, он станет новой верхушкой. Но пока что я не знаю. Под конец видео, да, потому что все-таки это уже конец видео. Я не буду сейчас прививать воздушных корней по двум причинам. Первая причина — это то, что одна из прививок провалилась, но появился какой-то маленький корень, который может спасти всю вот эту веточку. Второе. Для прививки корней веточка еще пока что слишком тоненькая. А это также проблема. Поэтому на данный момент все остается вот так. Видео довольно-таки получилось скомканное и коротенькое. Но я думаю, что вам оно все равно понравилось. Сейчас я покажу вам еще также общий план, там всякие разные детали на этом фикусе. И мы уже закончим. Так что вы можете ставить лайк сейчас, напишите какой-то комментарий, подпишитесь обязательно на канал, если вы еще не подписаны. Включите колокольчик и всем удачи! Так, далее. Есть у нас вот такие вот корни, которые идут там с... Видите? Вот этот вот корень, он выходит из спины и приходит вот сюда, как вы видите, да? Вот этот корень также очень сильно развился, как вы помните. Отсюда появился корень, который я так хотел. Вот этот корень также очень хорошо начал расти и развиваться. Здесь за спиной корень очень сильно развился, потолстел. Это здорово, это круто. Сейчас я опять добавлю ему огромное количество. Кстати говоря, вот эту вот проволочку уже можно снять, потому что уже этот корень держится сам по себе. Вот, сейчас я загружу огромное количество гринкинга. Опять, да, ну как огромное количество, столько, сколько нужно, но чуть больше, да, там на 10% больше. Вот, этому фикусу, чтобы он снова начал расти, чтобы он снова начал развиваться, тем более, что мы сейчас его подрезали, и он начнет новую волну роста. Кстати говоря, даже вот смотрите, видите, я оторвал вот тут вот листик, вот где молочко, видите, латекс течет. И отсюда уже шла новая почечка. Это здорово, это круто. Вот, но в любом случае я сейчас буду добавлять гринкинга. Сделаю это я уже наверное, за кадром. И что ж, огромное количество воздушных корней появляется. Ну как, воздушных в кавычках, потому что я их спровоцировал, получил, да, и сейчас они уже просто растут в таком вот как бы формате, что получаются воздушными корнями, да. Фикус толстеет. Посмотрите просто, какая у него уже толщина снизу, да. Насколько крутая кора. Видите, мочекоми даже уже у самого фикуса появляется, да, у коры фикуса, что в принципе для них не свойственно. Но это здорово, потому что все-таки вот как-то здесь все более-менее идет. За кадром я также вот сюда добавлю еще пасты, которая будет вот этой вот пастой зеленой, да, которая для срезов. Таким образом отсюда не будет выходить влага. Вот. Ну и, конечно же, сейчас буду спасать вот этот корешок, потому что иначе этой веточке не жить. Также я переставлю фикус в тень. Он не будет стоять на солнце. Хоть это, конечно, и скажется не очень хорошо на его росте, но мне важнее спасти вот эту веточку, чем сейчас ее потерять и начать все сначала, снова прививку и так далее. Это лучше как бы не делать, потому что уже, вот видите,
корень-то на самом деле есть, его осталось просто спасти. Что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Было очень интересно поделиться с вами изменениями в фикусе с Буддой. Пишите, что вы думаете об этом. Всем удачи, всем пока. Все-таки мне показалось очень интересным показать вам, как я попытаюсь спасти эти две ветки, да, точно уже убедиться в том, что они выживут. Первое, это я установил вот такие вот горшочки пластмассовые, да. Здесь вот я дно вырезал, это будет плохо видно, но сейчас я попробую вам показать, да. Видите, вот тут дно обрезано, и точнее сейчас я заполню все это акадамой, и здесь корни прорастут, они опустятся вниз и прорастут вот сюда, а потом я просто этот горшочек обрежу. А так как в нем нет дна, то корни просто уйдут сюда и будут уже по горшку расти. Здесь же я закрепил, видите, горшок таким образом, что если здесь какие-то корни будут, да, точнее веточки, не будет хватать питания, то эти корни дорастут до почвы акадамы, видите, и будет расти сюда. Как только я увижу, что корни будут вытягиваться вот отсюда, да, точнее заполнен полностью всю вот эту тему, я просто добавлю еще маленький кусочек пластика сюда, и они уже дорастут вот по этому, так скажем, кусочку пластика вниз через акадаму. Так что я сделаю, грубо говоря, такие трубки, которые позволят сделать воздушные корни. В любом случае это хорошо, потому что сейчас я засыплю сюда акадаму сюда, буду держать ее в тени, будет акадама все время влажной, и из-за этого корни будут это чувствовать и стремиться вниз. А это здорово, это круто, и, ну, блин, если у меня получится это все сделать, то корни получится уже вот так будут идти, да, вот от этой ветки, и она спасется. И также будет какое-то количество корней идти вниз отсюда, также дополнительно питая вот эту вот ветку, да. Точнее, если у меня все получится, то у меня будет дополнительное питание вот для этих двух веток, что их заставит расти еще быстрее. А это всегда круто. Что ж, теперь уж точно все. Всем спасибо. С вами был Дима из Испании. Ставьте лайки. Всем пока. Let it go, let my body go.